Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Предлагаю вам мастер-класс по вязанию грелочек для пасхальных яиц в виде цыплят. Эту идею мне предложила Татьяна Макавчик. Хочу отдельно поблагодарить ее за это. В прошлый раз мы с вами связали вот такую пасхальную курочку, а сегодня продолжим тему Пасхи и свяжем для нее семью – цыплят девочек и мальчиков из оставшейся пряжи. Всех их вместе можно усадить на пасхальный стол в качестве оригинального украшения и порадовать наших близких и родных в этот светлый праздник. Цыплята у меня получились вот такие забавные и смешные, с большими глазами и хохолком на голове, а оранжевый бантик служит отличительной особенностью. У цыпленка мальчика он расположен на шее под клювом, а у девочки на макушке. Крылья и лапки ввязаны в тело. Высота грелочек примерно 7 см, а диаметр дна составляет около 4,5 см. Мастер-класс будет состоять из двух частей. Сегодня я вам расскажу и покажу, какие необходимы материалы и инструменты для изготовления грелок, а затем мы с вами свяжем тело, ввяжем в него крылья и лапки. Во второй части мастер-класса мы займемся клювом, глазками и бантиком, пришьем их к телу цыплят, а также сделаем смешную прическу. Если вам понравились такие грелочки для яиц, присоединяйтесь. Для работы нам понадобится та же пряжа и те же цвета, которые мы использовали для вязания пасхальной курочки. Это Yarn Art Jeans, состав 55% хлопок, 45% полиакрил, метраж 50 грамм на 160 метров. Желтый цвет для тела и крыльев, красный для лапок и клюва, молочный для глаз и оранжевый для бантика. Вязать буду крючком 2 мм. Для глаз необходимы будут две черные маленькие бусинки диаметром 5 мм. Чтобы их пришить к игрушке, возьмем обычные черные швейные нитки и иглу. Еще нам понадобится другая игла с широким ушком для пришивания деталей, набор английских булавок и ножницы. Начинаем. Первым делом хочу предупредить вас о том, что схему цыплят я разрабатывала под мою плотность вязания и под размер яиц, которые есть у меня. Все вы знаете, что плотность вязания у всех разная, да и яйца бывают как очень крупные, так и совсем мелкие. Вот у меня для примера есть 3 разных яйца – крупное, среднее и мелкое. Если взять цыпленка-девочку, то все яйца входят хорошо. Мелкое яйцо, среднее и крупное. А цыпленка мальчика я вязала по этой же схеме, но старалась это делать поплотнее. Он получился чуть-чуть меньшего размера. Давайте примерим его. Маленькое яйцо свободно входит. Среднее уже с натяжкой. А крупное с большим трудом. Поэтому в процессе вязания примеряйте ваших цыплят к вашим яйцам. Может быть, вам придется увеличить количество петель и количество рядов. Итак, сначала займемся крыльями. Нам их надо подготовить заранее, так как они ввязываются в тело. Одно крыло у меня уже есть. Вот такое оно, треугольное. Это вершина треугольника, а это боковые углы. Свяжем второе крылышко вместе. Берем пряжу желтого цвета и сначала делаем узелочек. Затем провязываем 2 воздушные петли. Дальше вяжем первый ряд. И во вторую петлю от крючка сначала провязываем 3 столбика без накида. Затем вяжем 1 столбик с одним накидом. И далее 2 столбика без накида. Причем вот этот хвостик начинаем ввязывать, чтобы он не торчал с изнаночной стороны крыла.
Вот мы провязали первый ряд, у нас начинает только формироваться будущий треугольничек. Там, где мы провязали один столбик с одним накидом, в дальнейшем будет вершина крыла. Вяжем второй ряд. Сначала провязываем один столбик без накида. Затем формируем первый уголок. Для этого в следующую петлю вяжем сразу 3 столбика без накида. В следующую петлю вяжем 1 столбик без накида. И в столбик с одним накидом предыдущего ряда провязываем 1 столбик без накида, 1 столбик с одним накидом и 1 столбик без накида. Вот я вяжу столбик без накида, сюда же провязываю столбик с одним накидом и в эту же петлю столбик без накида. А в следующую вяжем 1 столбик без накида. Ну и формируем последний, третий угол. Для этого в последнюю петлю этого ряда провязываем сразу 3 столбика без накида. Вот у нас получился такой маленький треугольничек. Вот это вот вершина, а это 2 уголочка. Дальше обрезаем ниточку, оставляя совсем небольшой хвостик. Набираем одну воздушную петлю и пропускаем сквозь нее ниточку, чтобы зафиксировать вязание. Вот так у нас получилось крылышко. Теперь у нас есть 2 крыла. Теперь займемся телом. Для этого берем пряжу желтого цвета и вяжем первый ряд. 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. Вяжем второй ряд, 6 прибавок подряд, то есть в каждую петлю предыдущего ряда провязываем по 2 столбика без накида. Третий ряд, 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Четвертый ряд, 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Пятый ряд, 24 столбика без накида подряд. Шестой ряд, 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз.
7 ряд, 30 столбиков без накида подряд. Восьмой ряд, 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Девятый ряд, 36 столбиков без накида подряд. Десятый ряд, 5 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Одиннадцатый ряд, 42 столбика без накида подряд. В 12 ряду будем ввязывать крылья. Сначала провязываем 10 столбиков без накида. Теперь берем первое крыло, переворачиваем его лицевой стороной вниз. Чтобы его вязать, нам необходимо провязать сквозь петли тела и крыла 4 столбика без накида. Для этого отсчитываем от последней петли 3 столбика вправо. 1, 2, 3. И начиная отсюда будем ввязывать первый, второй, третий, а последний столбик сделаем в первую петлю вот сюда. Итак, присоединяем крыло, совмещаем все петли вместе и ввязываем эту деталь. Три. Четвертый столбик без накида провязываем вот сюда. Вот мы ввязали первое крылышко. Дальше провязываем 14 столбиков без накида, при этом хвостик от крыла необходимо ввязать. Точно так же, как и первое крыло, ввязываем второе. Отсчитываем 3 петли вправо, 1, 2, 3, вводим сюда крючок и провязываем 4 столбика без накида сквозь петли тела и крыла одновременно. Ну и дальше провязываем оставшиеся 10 столбиков без накида до конца ряда, при этом не забываем ввязывать хвостик. Вот мы ввязали крылышки. Теперь они так выглядят. Ну и примерим тело. Я возьму среднее яйцо. Вот как получается. Если вы чувствуете, что деталь очень плотно прилегает к яйцу, в следующем ряду не делайте убавки, а продолжайте вязать по 42 столбика без накида. Но тогда вам придется пересчитать начало ввязывания лапок, чтобы они правильно располагались. Я же буду делать убавки, поэтому вяжу 13 ряд.
5 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Я предпочитаю делать невидимые убавки. Для этого ввожу крючок за переднюю стенку первой петли, затем ввожу крючок за переднюю стенку следующей петли, провязываю, а затем провязываю 2 петли с крючка. Получилась невидимая убавка. Вы можете делать такие убавки, какие вам нравятся. Дальше продолжаем. Дальше вяжем 7 рядов по 36 столбиков без накида в каждом. Вот я связала 20 рядов. Примерим яйцо. Все хорошо. Яйцо свободно входит и выходит. Выправим крылышки. Ну и теперь будем вязать последний, самый сложный ряд с лапками. Сначала провязываем 15 столбиков без накида. Последний 15 столбик провязываем не до конца, для того, чтобы сменить цвет пряжи на красный. Берем пряжу красного цвета и ею довязываем этот столбик. Натягиваем хвостики. И дальше вяжем 1 столбик без накида уже красной пряжей. Теперь будем вывязывать 3 пальчика у первой лапки. Для этого набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И начиная со второй петли от крючка, вниз по цепочке провязываем 3 соединительных столбика. Дальше делаем 1 соединительный столбик вот в этот столбик красный без накида. Все, мы связали первый пальчик. Вот такой он маленький получился. Дальше набираем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И начиная со второй петли от крючка провязываем 4 соединительных столбика. А теперь делаем 1 соединительный столбик в красный столбик, вот сюда, в основание. Связали второй пальчик, он чуть-чуть подлиннее, чем первый. Ну и вяжем последний, третий пальчик. Набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И начиная со второй петли от крючка провязываем 3 соединительных столбика. Ну и опять делаем 1 соединительный столбик в основание лапки. Вот как у нас получилось. 3 пальчика. 2 по бокам короткие и 1 чуть-чуть подлиннее, средний пальчик. Дальше делаем 1 столбик без накида красной пряжей, но не до конца, для того, чтобы сменить цвет пряжи на желтый. Довязываем этот столбик желтой пряжей. Вот так.
Опять натягиваем все хвостики. И вяжем 6 столбиков без накида желтой пряжей. При этом вот эти 2 красные ниточки ввязываем. Шестой столбик провязываем не до конца. Опять меняем цвет пряжи на красный. Дальше вяжем 1 столбик без накида красной пряжей. Ну и вывязываем вторую лапку. Точно так же набираем сначала 4 воздушные петли. Потом провязываем 3 соединительных столбика. Делаем 1 соединительный столбик в основание. Дальше набираем 5 воздушных петелек. Провязываем 4 соединительных столбика. И 1 соединительный столбик в основание. Набираем 4 воздушные петли, провязываем 3 соединительных столбика, и делаем 1 соединительный столбик в основание. Вот мы связали следующую лапку и сделали 3 пальчика. Дальше вяжем 1 столбик без накида красной пряжей, но не до конца. Меняем пряжу на желтую. Ею довязываем этот столбик, натягиваем красный хвостик и дальше вяжем 11 столбиков без накида желтой пряжей до конца этого ряда. Красную пряжу можно на этом месте обрезать. В конце делаем 1 соединительный столбик и заканчиваем вязание. Обрезаем ниточку, оставляя совсем небольшой хвостик, который мы спрячем. Вот что у нас получилось, посмотрите. Первая лапка с 3 пальчиками и вторая лапка с 3 пальчиками. Ну и нам осталось вынуть нить контрастного цвета. И спрятать вот этот хвостик внутри полотна. Для этого вставляем его в иглу. Вводим иглу сквозь столбики последнего ряда. И обрезаем хвостик. Вот как у нас получилось с вами. На этом сегодня все. Ну а в следующий раз мы с вами довяжем все остальные детали игрушки и сделаем сборку. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!